Приветствую, друзья! Сегодня разберем с вами обратно-резонансные новости, которые всколыхнули весь мир. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по позициям хуситов в Йемене, которые поддерживаются Ираном. Этот шаг стал ответом на продолжающиеся атаки повстанцев на суда, которые проходят через Красное море, а также на обострение ситуации на Ближнем Востоке. В официальном заявлении Белого дома подчеркивается, что эти удары являются необходимой мерой для защиты международного судоходства и сдерживания дальнейшей эскалации конфликта. Однако сами хуситы уже пообещали, что не оставят эту атаку без ответа. Лидеры движения заявили, что нападение со стороны Соединенных Штатов Америки лишь укрепит их решимость бороться против западного вмешательства в регион и предупредили о возможных новых ударах по американским и союзническим объектам. Тем временем в Сербии продолжаются массовые протесты против президента Александра Вучича и его правительства. Президент страны Александр Вучич был вынужден публично признать, что власти должны прислушаться к голосу народа. В своем обращении он заявил, цитата, «Граждане Сербии хотят сменить свое правительство на выборах». Эти слова были восприняты многими как знак того, что власть осознает серьезность ситуации, однако протестующие требуют конкретных действий. В субботу в Белграде десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы почтить память жертв трагедии в Нови Саде. Это событие стало точкой кипения для общественного недовольства, вызвав тем самым волну протеста по всей стране. По оценкам, более 100 тысяч человек приняли участие в масштабном митинге, который считается кульминацией многомесячных демонстраций против Александра Вучича и его правительства. Но несмотря на сильный дождь, центр Белграда оказался полностью заполнен протестующими. Огромные толпы людей размахивали сербскими флагами и скандировали лозунги, требуя отставки правительства. Многие даже не смогли добраться до основной сцены из-за большого скопления людей. Некоторые участники акции застряли в сотнях метров от запланированного места проведения митинга. Тем не менее, друзья, я хочу вам напомнить, что протесты, охватившие Сербию, начались 4 месяца назад после трагедии на северно-железнодорожной станции, когда обрушился бетонный навес, приведя к гибели 15 человек. С тех пор демонстрации проходят практически ежедневно, и их накал не ослабевает. Основной причиной народного гнева стала именно коррупция в правительстве, халатность чиновников и отсутствие должного контроля за соблюдением норм безопасности на строительных объектах. Граждане Сербии все-таки уверены, что трагедия в Нови Саде могла быть предотвращена, если бы государственные структуры выполняли свои обязанности надлежащим образом. Они требуют справедливого расследования, наказания виновных и конкретных изменений в системе управления. Этот митинг стал первым по-настоящему серьезным испытанием для Вучича за более чем, напомню, 10 лет его правления. Оппозиция называет происходящее переломным моментом в политической жизни страны, тем самым утверждая, что народное недовольство достигло критической точки. Власть же пока продолжает удерживать контроль, но становится ясно, что протесты не утихнут, пока требования демонстрантов не будут услышаны. Вчерашний субботний митинг получил символичное название «15 за 15». Это одновременно отображает дату проведения акции протеста и число погибших в результате трагического обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года. В память о жертвах демонстранты организовали трогательный жест. Вечером вся многотысячная толпа замерла в полной тишине на 15 минут. В эти минуты над площадью не раздалось ни единого звука, только редкие вспышки телефонов освещали лица людей, скорбящих по погибшим и требующих справедливости. По официальным данным полиции, в митинге приняли участие 107 тысяч человек, однако независимые СМИ в Сербии заявляют, что реальное число протестующих было значительно выше. Многие журналисты сейчас отмечают, что этот митинг стал самым крупнейшим за всю современную историю Сербии, превзойдя даже массовые протесты, которые проходили в стране в 90-х годах и начале 2000-х. В социальных сетях распространились снимки, на которых центральные улицы Белграда буквально утоплены в море людей, а некоторые участники акции утверждали, что не смогли даже приблизиться к сцене из-за огромной толпы. Со своей стороны официальные власти утверждают, что демонстрация в основном прошла мирно и никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.
Однако протестующие с этим не согласны, они обвиняют сторонников Вучича в попытке сорвать митинг и спровоцировать столкновение. Цитата. «Сегодняшний протест был абсолютно мирным, пока господин президент Александр Вучич и его послушники-сторонники не прислали своих провокаторов, чтобы вызвать инциденты», заявила жительница Белграда, принимавшая участие в акции. По ее словам, небольшие группы агрессивных людей пытались врываться в колонны протестующих, провоцировали словесные перепалки и даже кидали предметы в сторону активистов, чтобы создать видимость беспорядков. Власти, в свою очередь, представляют другую версию данных событий. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе протеста пострадали десятки человек. По его данным, 56 человек были госпитализированы с различными травмами, а почти 20 человек были арестованы по обвинению в подстрекательстве к насилию и атакам вандализма. Цитата. 22 человека были арестованы, потому что они совершили преступления против собственности других людей, а также Республики Сербия, за нападение на полицейских и других людей, заявил Вучич, тем самым подчеркивая, что правительство не потерпит хаоса и разрушений, даже если протесты будут продолжаться. Тем не менее, лидер Сербии признал, что протесты стали мощным сигналом для властей, которые невозможно игнорировать. В своем выступлении он фактически признал ту необходимость перемен и призвал чиновников обратить внимание на требования народа. Он также подчеркнул, что действительно осознает стремление сербов к переменам и заявил, граждане Сербии хотят сменить правительство на выборах. Эти слова вызвали серьезный резонанс в обществе, многие восприняли их как косвенное признание того, что политическая ситуация в стране уже не может оставаться как раньше прежней. Вопрос теперь заключается в том, насколько далеко готов пойти Вучич в реальных изменениях и будет ли он готов уступить свои позиции перед лицом нарастающего давления со стороны гражданского общества. И, друзья, еще одна резонансная новость на сегодня, которая взбудоражила международное общество. Это президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по позициям группировки хуситов в Йемене, которую поддерживает Иран. Это решение вызвало немедленную реакцию со стороны повстанцев, которые пообещали, что не оставят атаку без ответа и предпримут ответные меры против американских сил и их союзников в своем регионе. По последним данным, число погибших в результате авиаударов США по Йемену резко возросло. Представители хуситов заявляют, что жертвами атаки стали уже 31 человек, включая женщин и детей. Они утверждают, что удары были нанесены не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре, что и привело к многочисленным разрушениям и гибели мирных людей. Я хочу вам напомнить, что ранее Дональд Трамп принял решение нанести серию мощных авиаударов по опорным пунктам хуситов, заявляя, что это единственный способ остановить атаки повстанцев на международное судоходство в стратегически важном районе. Американский президент также сделал жесткое заявление, пригрозив применить непреодолимую смертоносную силу до тех пор, пока поддерживаемая Ираном группировка не прекратит свои атаки на торговые суда и военные объекты вдоль жизненно важного морского коридора. Цитата. «Наши храбрые военные бойцы прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их главарям и ракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», написал Дональд Трамп на своей социальной платформе, обращаясь к своим сторонникам и международному сообществу. Президент также подчеркнул, что никакие абсолютно силы, будь то террористические группировки или враждебные государства, не смогут помешать американским торговым и военно-морским судам свободно передвигаться по мировым водным путям. Цитата. «Никакие террористические силы не остановят американские торговые и военно-морские суда от свободного плавания по водным путям мира», заявил он, давая тем самым понять, что США не намерены отступать перед угрозами и будут продолжать военные операции, если это потребуется. Кроме того, Дональд Трамп напрямую обратился к Ирану, предостерегая Тегеран от дальнейшей поддержки хуситов. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки рассматривают сейчас действия повстанческой группировки как часть более широкой стратегии Ирана по дестабилизации региона и нанесению ущерба интересам Вашингтона.
Президент США ясно дал этим понять, что Иран в полной мере ответит за действия своих сторонников, если продолжит поддерживать хуситов оружием, финансированием и разведывательной информацией. А 2 недели назад Дональд Трамп отправил официальное письмо высшему руководству Ирана, в котором предложил возможность возобновления двухсторонних переговоров по ядерной программе Тегерана. Американский президент дал тогда понять, что не допустит развития иранской ядерной программы и намерен использовать все доступные средства, чтобы предотвратить этот процесс. Однако, по сообщениям инсайдеров, ответ Ирана был крайне сдержанным, а руководство страны выразило сомнение в искренности намерений Вашингтона. Тем временем на территории Йемена продолжаются военные действия. Представители хуситов сообщили о серии мощных взрывов в различных районах страны. По их данным, удары были нанесены по столице Йемена, Сане, а также по северной провинции Саада, которая традиционно считается оплотом повстанцев и расположена на границе Саудовской Аравии. В сети уже появились кадры, возможно, вы их видели, которые запечатлели последствия авиаударов. На видео можно там увидеть густые черные шлейфы дыма, которые поднимаются над аэропортовым комплексом Саны, в состав которого входит крупный военный объект, используемый хуситами. По их утверждению, удары также были нанесены в воскресенье утром сегодня по стратегически важным провинциям Ходейда, Байда и Мариб. Министерство здравоохранения, которое находится под контролем хуситов, заявило, что в результате атак погибли как минимум 31 человек, среди которых есть женщины и дети. Число раненых превышает 100 человек, и многие из них находятся сейчас в критическом состоянии. Госпитали в пострадавших районах перегружены, медицинские работники сообщают о нехватке медикаментов и оборудования для оказания экстренной помощи. Заместитель главы медиаофиса хуситов Насрудин Амир выступил с резким заявлением, отметив, что авиаудары не составят повстанцев отказаться от борьбы, а напротив, лишь усилить их решимость нанести ответный удар по американским силам. Цитата: «Сана останется щитом и опорой Газы, и не оставить ее, несмотря на трудности», написал он в социальных сетях, тем самым подчеркнув, что хуситы продолжают поддерживать Палестину в ее противостоянии с Израилем. Я напомню, что эти удары были нанесены всего лишь через несколько дней после того, как хуситы официально объявили о возобновлении атак на израильские суда, которые проходят у берегов Йемена. Повстанцы заявили, что это ответ на блокаду сектора Газа со стороны Израиля. Их предупреждение охватывает абсолютно весь регион, включая Красное море, Аденский залив, стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, а также воды Аравийского моря. Однако, несмотря на громкие угрозы, с момента последнего заявления хуситов не было зафиксировано ни одного нападения на суда. Тем не менее, угрозы со стороны повстанцев остаются актуальными, и международное сообщество внимательно следит за ситуацией в данном регионе. Здесь стоит отметить, что с начала войны между Израилем и Хамас в конце 2023 года и до января 2024 года, когда вступило в силу перемирие в Газе, хуситы активно атаковали морские суда, используя ракеты и беспилотники. По официальным данным, за этот период было совершено более 100 нападений на торговые корабли, 2 судна были полностью потоплены, а в результате атак погибли по меньшей мере 4 моряка. Таким образом, напряженность в регионе, вы видите, продолжает нарастать. Решение Трампа о возобновлении военных действий против хуситов может привести к эскалации еще большего конфликта не только в Йемене, но и в более широком масштабе, вплоть до прямого столкновения даже с Ираном. Что вы понимаете, это чревато серьезными последствиями для всего Ближнего Востока. Друзья, как вы думаете, смогут ли протесты в Сербии изменить власть Александра Вучича и как далеко зайдет противостояние США и хуситов? Делитесь своими мнениями в комментариях. Спасибо за вашу поддержку и лайки. Не забудьте сейчас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и хороших вам новостей.